Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. И сегодня мы с вами продолжаем рассматривать различные крипипасты, которые вы мне присылаете в комментарии. Прямо сейчас мы с вами рассмотрим следующие крипипасты. И список вы прямо сейчас видите у себя на экране. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Начнем мы, пожалуй, со смертельных файлов. Первый файл называется d664face.avi. История данного файла идет со слов очевидца. В общем, дело было так. Я решил снова залезть в tor-браузер и поискать всякой интересной информации. До этого я не рассчитывал искать смертельные файлы. Но так получилось, что я через Handling Wiki забрел на какой-то Onion форум. Он назывался Overchannel. Если вы хотите, то можете сами его поискать на Hidi Wiki. Там было немного сообщений, в основном письма до хакеров и все такое. В одном топике была ссылка на видео формата AVI. Я, естественно, скачал, но не посмотрел. Я просто собирал файлы сайтов, чтобы посмотреть их потом. Сегодняшний день был не так богат этими файлами. Только один текстовик с какими-то инструкциями до мошенников, фото голой доги и это видео. Когда я посмотрел D664face.avi, то мне стало очень интересно и я решил написать об этом. На этом видео какой-то пацан в маске с жуткими глазами и в капюшоне смотрит прямо в камеру, вращаясь вокруг оси. Комната затемненная и видно какой-то бардак, при этом мигает свет. Сопровождается это все неприятной музыкой, случайными звуками и какофонией, похожей на искаженный американский рок 90-х годов. В этом видео нет ничего страшного и шокирующего, что могло повредить психику. Просто охуенно, если я правильно понял. Но когда я его смотрел поздним вечером, мне было немного неприятно и жутко, потому что кажется, что маска живая смотрит прямо на тебя своими мрачными глазами. Я заметил еще, что если посмотреть видео больше 4 раз подряд, то картинка проседает в голове на некоторое время. Второй файл называется Daniel MP4. К сожалению, мне не удалось найти подобной информации по этому файлу. Единственное, что я вам могу предложить, это просто насладиться содержанием данного файла во всей его красе.
Третий файл называется FUDD-WMV. К сожалению, мне подробной информации по этому файлу найти не удалось. Единственное, что я могу вам предложить, это насладиться содержанием этого файла в полной красе. Следующий файл называется Malidistrum WMV. История идет с отцов очевидца. Это был октябрь 2017 года. Я и парочка моих друзей, смеха ради, решили залезть в старую больницу, которую забросили еще в начале 90-х. Интересно. Обычная заброшка, уже полуразвалившаяся и полностью обнесенная местными алкашами и охотниками за металлом. Сука, вы что, серьезно? В свое время больницу посчитали сильно убыточной, поэтому ее и закрыли, заменив новеньким, тогда новеньким больничным комплексом, а здание так и оставили вместе со всем оборудованием. Когда мы залезли внутрь, солнце уже село, и нам пришлось включить наши карманные фонарики. Мы ходили по коридорам, заглядывали в палаты и кабинеты. В некоторых палатах остались даже кровати. На третьем этаже мы нашли кабинет заведующего отделением. Каким именно отделением, мы не узнали, потому что часть таблички с названием отделения выцвела, и прочесть то, что там было, стало невозможно. Однако именная табличка почти не пострадала. «Спиридонов В.И.», гласила она. Мы с ребятами вошли в кабинет. На удивление, этот кабинет весьма хорошо сохранился. Там была выцветшая кушетка, 2 пустых стеллажа и стол, на котором стоял старенький компьютер периода середины 80-х. Естественно, он уже не работал.
Что самое странное, почему-то эту весьма дорогую вещь, особенно до тех времен, оставили гнить в стенах этой больницы. Тут мой друг Илья решил приколоться надо мной и резко напугал меня, из-за чего я ударился спиной об стеллаж, с которого с сильным грохотом упала коробка, из которой высыпались дискеты. Все они были сломаны или просто испорчены. Все кроме одной. Она выглядела новой, словно время никак не тронуло ее. На передней стороне к дискете был небережно приклеен лист с надписью Malditium 3. На остальных дискетах были такие же надписи, отличались только цифры. Я решил забрать дискету, ибо мое детское любопытство не позволило оставить ее гнить дальше. Вдоволь нагулявшись, я вернулся домой. Я вставил дискету в мой старый ПК с разъемом до дискет, который остался еще с 2008 года. На найденной дискете была сжатая папка, которая весила ровно столько, сколько вмещает эта дискета. Напомню, что дискета вмещает 1,44 мегабайта. В этой папке еще одна папка, и так 39 раз. В последней папке находился видеофайл в расширении WMV. Назывался он просто Maledictum. Так как я был студентом-медиком, я знал латынь и смог перевести название файла, а также и надпись на дискете как «Проклятие». После открытия файл поприветствовал меня помехами. Через пару секунд появилась надпись «Кто ты?». Затем появилась фотография. Очень тяжело было понять, что на ней запечатлено, потому что помехи сильно мешали рассмотреть ее полностью. На фото были изображены врачи, несколько рядов, затем новая надпись «Ты болен». Новая фотография. Даже с паузой я не смог понять, что там было показано. Новая надпись «Пожалуйста, уходи». Еще фото. Это была фотография хирургов, делавших операцию. Следом еще одна надпись «Нам больше не помочь, так же, как и им». Затем начали мелькать быстро разные фотографии из анатомических музеев. Но самое страшное это был звук. Абсолютно отвратительная какофония из самых разных звуков и белого шума. Причем громкость как будто выкрутили на 300%. После этой жести на экране появилась новая надпись «Прости и умри». Видео резко оборвалось, видимо и эта же дискета все же была повреждена. Следующий файл называется petrosiandance.avi. История файла следующая. 12 марта 2012 года на YouTube было загружено странное видео, до сих пор сеющее споры и сомнения вокруг себя. Да ладно! Его залил пользователь Spotify G341. На его канале больше не было никаких видео, только то самое с названием Petrosian Dance. Оно набрало около 20 просмотров в силу непопулярности канала. Во время первого просмотра оно не вызывает ничего, кроме улыбки, и это неудивительно. В этом видео показан Петросян в черных очках, тюбетейке и пентаграммой на спине, танцующий под ритмичную музыку. Кажется, что это обычная нарезка из одного и того же ролика, но нет. Движения Евгения Вагановича, которые словно повторяются, на самом деле отличаются друг от друга. Действие происходит на едва освещенной сцене. Что интересно, зал пуст. На заднем фоне висит портрет клоуна. Поначалу идет все нормально, но к концу изображение начинает мигать и искажаться. На последней секунде Петросян поднимает руку вверх и видео обрывается. После четвертого просмотра человек начинает чувствовать себя странно, даже жутковато. Это, конечно, неправда. Слышатся непонятные шорохи и даже возможные галлюцинации. Несмотря на все это, видео хочется посмотреть еще раз. Оно словно вызывает зависимость к нехорошим препаратам. Это, конечно, неправда. Во время пятого просмотра само видео тоже меняется. За кадром слышен тихий плач и ролик перемежается черными кадрами с какими-то белыми символами. Вероятно, это текст, но эти кадры длятся долю секунды, поэтому остановить видео в нужный момент и прочесть не удастся. Смотря видео шестой раз, зритель испытывает почти что панику, пугающую и необъяснимую. На этот раз музыка полностью сменяется заунывными рыданиями. Вставленных кадров становится все больше, они появляются все чаще, и на некоторых из них почти можно различить странные картины. Грустная театральная маска, рука с поставленным к ней ножом и так далее. Так или иначе, все изображения носят негативный характер. После шестого просмотра зритель перестает контролировать себя. Несмотря на страх, рука сама тянется к мышке и включает видео снова. На этот раз Петросян двигается быстрее, словно дергаясь в конвульсиях. На одной минуте его лицо показывают крупным планом и видно, что он вовсе не в очках. На месте глаз чередуют глубокие провалы, раздаются странные звуки, похожие на глухие кадры, и ролик выключается. Прошу прощения, похожие на глухие удары, и ролик на этом заканчивается. Следующий файл называется recovery.exe. Да-да, из легендарного Recovery уже начали делать смертельные файлы.
Вот это поворот! К сожалению, подобной информации по этому файлу у меня нету. Предлагаю вам только насладиться его содержанием. Следующий файл называется segacd.avi. История следующая. Информация о видео неизвестна, но этот диск с этим видео я нашел в листьях на заднем дворе школы, и я вставил его в DVD-проигрыватель. Содержание этого видео таково. Сначала идет длинная заставка Sega CD, после нее появляется скример телекомпании Beat, и потом появляется ошибка о считывании диска. После этого появляется очень страшный скример, и на этом видео заканчивается. Чтобы вы хоть как-то вникли в понятие содержания данного файла, предлагаю им просто насладиться. Следующий файл называется videorom.avi. К сожалению, мне не удалось найти подобную информацию по этому файлу, поэтому я вам предлагаю насладиться его содержанием. И последний на сегодня файл безмозглым.vhs. Кажется, безногим передает привет. Но это не точно. Эта история появилась на фэндоме в 2020 году. Один автор написал, что 26 июня 2006 года произошел перехват телеканала «Культура», который, возможно, был показан во время ночной профилактики. После просмотра некоторые люди обращались к неврологу, а некоторые, возможно, пропали без вести. Есть еще дополнительная информация, которую написал другой человек. 2 июня 2020 года я был на даче. Родители полили огород, а я разгребал старый хлам. Я нашел старый VHC видик, а рядом с ним черную кассету без каких-либо маркировок, кроме логотипа LG. Это не реклама, если что. Эта кассета не была похожа на остальные наши кассеты, которые лежали в коробке. Большинство из них были с маркировками или в картонных боксах. Обложка до кассет. Я достал видик, подключил его к старому телевизору и вставил кассету. Увидев настольную таблицу, я понял, что передо мной запись этого самого файла. Сегодня мы приехали в город. Я попросил родителей взять с собой VHC проигрыватель и телевизор под предлогом семейного просмотра старых фильмов. Потом попробую оцифровать пленку. 3 июня 2020 года я оцифровал кассету, она сильно потеряла в качестве. Разобрать что-либо над ней трудно. А теперь мы переходим к взломам телеканалов. Их, к сожалению, в этом выпуске будет мало, но они вам, надеюсь, понравятся. Первый взлом произошел на телеканале «Россия-1» 10 января 2010 года. К сожалению, подробной информации по этому взлому у меня нету. Предлагаю вам насладиться содержанием данного взлома во всей его красе.
Я сам смотрю, я посерьезнее. Да. Был вопрос. Вопрос... Что начинается с первого... Безудержная... Вот, Думал ответ. разумный, видный. Друзья мои, 1 января начинается третья строка. Январь. Январь. Так ответило 15 человек из 100. Никаких шуток, это правда. Это... Второй взлом произошел на телеканале ТНТ 12 июля 2011 года. Описание со слов очевидца. Здравствуйте, меня зовут Леша. Сегодня, когда я смотрел ТНТ, произошло ужасное. Начались появляться глюки, я испугался, после помех появилась профилактика, потом эфир пришел в норму. Но не тут-то было. Помехи опять появились, и появилось страшное видео со страшными звуками и стиральной машиной. Когда я это увидел, я был шокирован. После этого видео эфир пришел в хорошее состояние. Я не спал всю ночь после этого перехвата эфира. Конец истории. Теперь разберем содержание взлома более подробно. Видеоролик начинается с демонстрации какого-то мультфильма. Дальше идет настойчивая таблица, а потом идет смертельный файл transit.3gp, который в этой рубрике я уже обозревал. И дальше эфир возвращается в обыденное состояние. И последний на сегодня взлом, который меня сильно заинтересовал, называется засекреченный взлом телевидения в новогоднюю ночь. Этот инцидент произошел в новогоднюю ночь с 31 декабря 2007 на 1 января 2008 года в 0 часов 30 минут по местному времени. Точный город, где он произошел, неизвестен. Известно только то, что это был небольшой поселок с населением около 500 человек. В данном поселке была всего лишь одна телевышка со слабой защитой от взломов, и транслировала она всего лишь 3 канала. Первый канал, Россию и НТВ. Взломаны были одновременно все 3 канала. Этой ночью, естественно, почти все село не спало. Отмечали Новый год, собравшись у телевизоров. И в разгар праздника трансляцию «Голубого огонька» неожиданно прервало видео странного содержания. В видео были фрагменты съемки каких-то подвалов, коридоров, дорог, заброшенных домов. Помимо этого, видео содержать чьи-то фотографии. Также видео содержать кадры гипнотического характера, мелькание, полосы и так далее. Но наиболее неприятными кадрами стала самая настоящая расчлененка. Это пиздец. Вот по-другому это не назовем. Жесть, слушайте. Аудиодорожка содержала какую-то какофонию. Взлом продлился чуть больше 5 минут. Мог бы и продлиться и больше. Однако в 0 часов 35 минут телевышка по неизвестным причинам загорелась, и телевидение на поселок было прервано. Это, конечно, неправда. Но самое страшное в этой истории то, что все, кто смотрел телевизор в злополучную ночь, после взлома погибли. В результате вскрытия обнаружилось, что часть людей погибла от инсульта, а часть от инфаркта. При этом у всех погибших были разорваны ушные переполонки и лопнуты глаза. Это, конечно, неправда. Пострадали и дома. В них были выбиты стекла, разбита посуда на столах и новогодние игрушки на елках. Точнее, новогодние игрушки на елках. Часть домов просто обрушилась. А в некоторых домах взорвались телевизоры, в результате чего постройки просто сгорели. Из всего этого поселка выжил всего один человек, 78-летняя женщина, которая в ту ночь плохо себя чувствовала и не стала отмечать праздник, а пошла сразу спать после курантов. На утро 1 января, обнаружив произошедшее, она вызвала милицию. Началось расследование. При этом, по странному стечению обстоятельств, эта единственная выжившая свидетельница скончалась в ночь с 1 на 2 января после продолжительной болезни почек. Дело было засекречено, информация об этом не просочилась в никакие СМИ. В одном из домов был обнаружен магнитофон, который в ту ночь вел запись эфира. Кассета с записью была изъята. Где она хранится сейчас, неизвестно. При этом была создана безопасная версия видео длиной в 2 минуты.
были обрезаны начало и конец, а также вырезана часть фрагментов. Также часть картинки была перекрыта. По результатам проверки, просмотр этой записи не вызывает смерть. Логично. Не правда ли? Те, кто совершил данный взлом, не найдены до сих пор. Сука, вы что, серьезно? И было неизвестно об этом случае вплоть до 2022 года, когда в результате взлома базы данных хакерами безопасная версия взлома не утекла в Darknet. Кроме того, по неподтвержденной информации, оригинальная кассета была похищена в апреле 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса часть сотрудников была переведена на удаленку. Так что полная оригинальная версия вполне может быть где-то выложена в интернете и уносить новые жизни людей. Хочу сказать только одно, что история немножко жутковатая. Но как вы понимаете, это, скорее всего, точно неправда. А хотя так оно и есть. Поскольку оригинальная версия данного взлома в интернете больше я нигде не смог найти, я вам предлагаю посмотреть наиболее безопасную версию данного взлома. Потому что разбор содержания будет, к сожалению, затруднителен без оригинальной версии. Надеюсь, вы против не будете. Наслаждайтесь просмотром. Фрагмент звуковой дорожки удален. 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 На этом, к сожалению, выпуск подходит к концу. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь этим видео в других социальных сетях. И не забудьте по возможности или по желанию поддержать мой канал донатом. А также подписаться на меня в других социальных сетях. Так как ведь там я в них публикую новости из всего мира, различную информацию, факты из своей жизни, ну то есть, в общем, вы меня поняли. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.